прошлых видео мы начали знакомство с МФА – международным фонетическим алфавитом. Мы узнали, что на звучание гласного влияют три основных органа – это язык, губы и мягкое небо. И все эти звуки можно аккуратно разложить по полочкам диаграммы гласных МФА. Мы узнали, какая разница между фонемами и аллофонами и рассмотрели гласные русского языка. В этом выпуске мы поговорим о гласных парижского варианта французского языка. Существуют также другие нормы произношения, однако на них мы останавливаться не будем. Мы узнаем, чья улыбка шире, русская или французская, и разберемся, как точнее – Депардье или Депардье. А во всем этом нам поможет диаграмма гласных. На диаграмме для французского языка мы видим 14 гласных. Это не должно нас пугать, потому что в русском языке мы сами произносим 15 разных гласных звуков. Об этом мы говорили в предыдущем видео. Многие французские гласные очень близки к соответствующим русским, поэтому мы начинаем наш обзор именно с них. Французский гласный «и», как в слове «livre» – «книга», соответствует русскому «и», однако произносится более напряженно. Язык сильнее выдвинут вверх, а губы вытянуты в более широкую улыбку. Сравните. «И», 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 «и». В русском языке безударное «и» редуцируется звук «ы». Это мы разбирали в выпуске о русских гласных. Однако во французском языке такой редукции не происходит, поэтому гласный «и» необходимо произносить четко даже в безударной позиции. В русском языке это воспринималось бы как утрированно четкое произношение. Например, письмо, 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 письмо. Французский гласный «у», как в слове «лу» – волк, также произносится четко и напряженно даже в безударной позиции. В русском языке безударный «у» редуцируется в звук «у». Поэтому французский акцент в слове «луна», «луна» будет звучать так: «луна», «луна». Гласный «а», как в слове «па», «шаг». В парижском французском звучит примерно так же, как и в русском, однако не редуцируется в безударных слогах. Русские гласные – карандаш. Французские гласные – карандаш. Карандаш, карандаш. Во французском языке есть контраст между гласными и, то есть как в слове п – мир, как в слове été – лето. Такие звуки можно найти в русском языке, но мы не привыкли придавать значение разницы между ними. Звук так называемый открытый появляется в таких словах, как шест. Звук закрытый появляется между двумя мягкими согласными, например, в слове пень. В русском языке невозможно подобрать два слова, которые различаются только звуками и, то есть, говоря по-научному, нет минимальной пары. Например, возьмем слова метр, метр. В первом слове звучит закрытое во втором открытое однако эти слова также различаются и первым звуком. В слове метр мягкий м, в слове метр твердый м. Во французском языке есть пары слов, которые различаются только звуками и. Например, parler, parler, то есть говорил, говорить. Поэтому во французском языке и это две разных фонемы. То есть француз воспринимает эти два звука как существенно различные, а в русском языке это только аллофоны, то есть варианты одной и той же фонемы. И носитель русского языка воспринимает это как небольшие вариации одного и того же гласного. И точно так же во французском языке есть контраст между открытым и закрытым о, то есть о, как в слове porte – дверь, о, как в слове rose – роза. В русском языке мы чаще всего произносим звук о как нечто среднее между закрытым и открытым о. Закрытый о в русском языке можно встретить в возгласе «о». Поэтому необходимо произносить французский «о» с более закрытым ртом и более напряженными округленными губами, даже немного похоже на «у». Сравните «о», 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 «о». Французский открытый «о» обозначается символом, который похож на надкушенный бублик. Он отличается от русского «о» тем, что язык немного более опущен и продвинут вперед. Чтобы подчеркнуть, что этот звук уже не задний, а центральный, некоторые лингвисты используют очень симпатичный символ МФА, похожий на крендель.
На этом более-менее знакомые звуки французского языка заканчиваются, и мы переходим к самому интересному. В русском языке гласные «у», «о» сопровождаются округлением губ, поэтому их называют огубленными. Попробуйте произнести звуки «у», «о» и обратите внимание, что губы у вас вытягиваются в трубочку. «У», «о». Оба этих звука задние гласные, язык оттянут назад. Во французском языке есть еще и передние огубленные гласные. «ю», «э», «э». То есть «ю» как в слове «salut», «э» как в слове «feu» – огонь, «э» как в слове «cœur» – сердце. Чтобы научиться их произносить, нужно сжать губы в кольцо, когда вы произносите более привычные гласные «и», «э», «э». Возьмем гласную «и». Губы у нас вытянуты в широкую улыбку. «И». А теперь начинаем сжимать губы в колечко. «И». Вот этот звук. Может даже появиться небольшое жужжание губ. «И». Теперь берем закрытый «э» и собираем губы в колечко. «Э», «э». Наконец, произносим открытый «э» и слегка собираем губы в колечко. «Э», «э». Все эти три гласных «ю», «э», «э» отличаются только подъемом языка, поэтому можно пройтись по ним как по ступенькам. «Ю», «э», «э», «ю», «э», «э». Еще раз пройдем по передним неогубленным гласным. 3 ступеньки. «И», «э», «э». «И», «э», «э». А теперь по огубленным. «Ю», «э», «э». «Ю», «э», «э». Во французском языке есть фонема «шва», как в слове «petit» – «маленький». Она бывает только в безударном слоге, и ее реализация, то есть произношение, обычно совпадает либо с открытым, либо с закрытым «э». И теперь мы можем ответить на вопрос, как точнее передавать французскую фамилию на русский язык – Депардье или Депардье. В оригинальной фамилии Депардье в конце слова звучит гласная «э». И, как мы уже знаем, такого звука в русском языке нет. Два наиболее похожих – это звук «э», как в слове «тетя», и звук «э», как в слове «пень». Звук «э», как в слове «тетя», отличается от французского «э» тем, что для русского звука язык более оттянут назад в центральную часть рта. Звук «э» отличается от «э» тем, что он неогубленный. Вот давайте сравним звучание. «э», 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 «э». Звук «э», как в «тетя», кажется нам более похожим на французский, поэтому вариант «депардье» точнее. Похожая история с передачей французского звука «ю». В русском языке также нет аналогичного звука, а максимально похожие записываются буквой «ю», как в слове «люди». Сравните французское и русское звучание. «ю», «э», «ю», «э». Самая своеобразная черта французского языка, которая передает ему неповторимое звучание, это носовые гласные. «он», «ан», «ан». Здесь мягкое небо опускается, и воздух проходит в нос. Есть ли такие звуки в русском языке? И да, и нет. Похоже звучат русские гласные, после которых идет носовой согласный «н» или «м». Например, в слове «сон» звук «о» звучит слегка в нос. Дело в том, что когда мы произносим согласный «н», мы обязательно опускаем вниз мягкое небо, поэтому носовая полость начинает работать и для предыдущей гласной. Традиционная система из 4 французских носовых гласных уже не соответствует их современному парижскому произношению. Здесь гласных стало 3, и они немного сдвинулись против часовой стрелки. Поэтому в словарях вы найдете традиционные обозначения, но чтобы правильно произносить все звуки, мы будем пользоваться более точной транскрипцией. Звук «он», как в слове «pont» – «мост», это носовой вариант закрытого «о». Берем русское слово «он», закрываем рот чуть больше – «он», а теперь убираем «н» – «о». Если вам начинает немного слышаться «у», то все правильно. Закрытое «о» находится между русскими «о» и «у». Звук «ан»,
как в слове «да». Зуб мы можем получить из русского слова «мал». Благодаря звуку «л» мы произносим более заднее «а». Теперь мы тянем первое «м», чтобы получить носовой призвук. Мал, мал, о. Убираем согласные и готово. О, о. Звук «а», как в слове «ма», рука. Это носовой вариант звука «э», который звучит в слове «пять». Пять, Чтобы получить носовой призвук, скажем «глянь, глянь». А теперь убираем согласные. Мы рассмотрели гласные парижского варианта французского языка. Французский различает 14 гласных. Среди них есть 7 похожих на русские. Это и, у, а, о, о. Есть еще 3 огубленные передние гласные ю, которые отдаленно похожи на русские ю, йо. Есть французский шва, который совпадает с И есть 3 носовых гласных о, а, которые в русском языке не встречаются. В следующем видео мы рассмотрим гласные немецкого языка. Мы поймем, для кого французские гласные проще, для русских или для немцев. И мы оценим, насколько точно звучат слова Мюнхен и Цюрих в русском языке. Изучайте фонетику.